Друзья, приветствую вас на канале Дом Звука. И сегодняшнее видео будет посвящено вот этой вот флейте. Флейта любви. Тотем с тотемом волк. Волк из абрикоса. Сама флейта из ясеня сделана. Тональность соль. Вот такая вот бас-флейта. Делал ее где-то около недели. Делал саму флейту, ну и тотем делался тоже около недели. Ну и плюс подстройка. Получилось так, что тотем я менял, поэтому перенастраивал дырочки, и в общем целом за 2 недели еще подстройка длилась. Почему так долго? Потому что когда меняешь тотем, вот особо хочу обратить внимание для тех людей, кто хочет поменять тотем на флейте. Это не так-то просто сделать, особенно на басовых. Почему? Потому что все нюансы, связанные с углами, с расстояниями, они адаптируются именно к конкретной флейте. То есть малейшие изменения такие, что даже я, вот, допустим, сам не могу обратить внимание, какие там изменения произошли, но я уже вижу, что сама флейта немножко играет по-другому. И эти микроизменения не всегда, скажем так, видны глазу прям четко. Бывает такое, что сделаешь прям идеально похожие, поставишь тотем, но все равно есть изменения. Это может быть незаметно в каких-то флейтах высоких, сольных флейтах, на тональности фа, ми, но на больших любое вот такое изменение, микроизменение, оно влечет за собой изменения конкретно во всей флейте. И поэтому перенастройка отверстий, и, собственно, из этого всего я сделал вывод, что в будущем я не буду менять тотемы на флейтах. Почему? Потому что это лишние, ну, скажем так, затраты времени. И, собственно, тотем – это душа флейты. Если душа вошла в определенное тело, то значит так тому и быть. Вот. Существуют некие моменты, когда именно с определенным тотемом она не звучит, тогда в нем я делаю некие изменения, но опять же в нем не меняю его, просто делаю изменения. Все это вполне нормальная работа. Но когда меняешь, прям конкретно все меняется, весь принцип, все. И, соответственно, после вот этой флейты я сделал вывод, что ну, не нужно этого делать, не нужно. Ну а флейта получилась очень хорошая, несмотря ни на что, звук очень хороший. И спокойный звук. И модель этой флейты продольная. С торца сделал мундштук, чтобы можно было удобно дуть. Обычно я делал сбоку, получалась поперечная флейта. Но в какой-то момент я осознал, что на удобство это никак не повлияет. И вот на этой флейте абсолютно четко видно, что для дырочек, для пальцев дырочки удобные, положение удобное, поэтому можно и такую модель применять. Но не исключаю, что и буду делать еще и такие модели, продолжать. Почему? Потому что есть в ней
в этой модели поперечной один такой полезный нюанс. То есть можно с торца сделать крышку съемную и там все внутри прочистить. Это очень полезно, потому что если долго играть и не продувать, ну, кто-то просто не хочет, ленится продувать, а здесь конденсат образуется, то можно крышку снять, быстренько шомполом один раз прочистить, поставить крышку и пошел дальше играть. Вот. Но на этой флейте еще один момент сделан. Здесь переход между предварительной камерой и камерой игровой сделан настолько минимальный, что конденсат там практически не задерживается. Естественно, это будет в плюс сказываться на игре. Ну и вот, собственно, флейта такая вот. И хотел немножко еще рассказать один такой момент. Так как тотем волк и флейта все-таки индейская, и вспомнилась одна притча про двух волков. То есть как-то ученик спрашивает у своего учителя: «Учитель, как мне победить в себе зло?» Он говорит: у каждого человека есть внутри белый волк и черный волк. И кого ты будешь кормить, тот волк и будет иметь силу. И, собственно, ученик понял, что да, добро победит, если я буду кормить белого волка. Но самое интересное, что притча на этом не заканчивается. Что, оказывается, дальше продолжил учитель, что но на самом деле, вот если взять весь объем положительных качеств, нужно кормить обоих волков. Потому что у черного волка те качества, которые считаются негативными, они перерастают в позитив. Но если его не кормить, он будет постоянно гнобить белого волка, он будет постоянно его доставать. Поэтому нету такого понятия, что добро и зло. Нужно культивировать в себе, видеть полезное и рациональное зерно и внизу, и вверху. Как и в черном, так и в белом. То есть и в этом заключается мудрость этой притчи. И, собственно, она меня очень сильно вдохновила, эта сама идея, потому что принцип музыки, которая, в общем целом, вдохновляет меня, гармония во всем. То есть нету добра и зла, есть гармония. Да? То есть есть дисгармония, есть гармония. То есть гармония может везде присутствовать. Любую ситуацию можно гармонизировать. То есть, когда есть добро и зло, то есть от зла мы всегда отмахиваемся, оно всегда не нужно. В музыке же принцип такой, что все можно сгармонизировать. Любой человек может сгармонизироваться. Нету злых людей. Есть негармоничные люди. Соответственно, если они гармоничные, можно привести их к гармонии, они будут счастливы. Также и в этой притче говорится, что именно как раз польза черного волка тоже будет оценена, если его кормить. Получается, и черный волк, и белый волк служат человеку. Все в дозе, все в гармонии. И об этом как раз этот тотем, об этом как раз эта флейта. И флейта уже имеет друга, сегодня ее отправляю. И об этом как раз вот это вот момент, который я хотел донести. Ну, еще раз сыграю на флейте.
Всех вам благ, играйте, наслаждайтесь. Не забывайте заказывать флейты для гармонизации. Всегда готов сделать для вас именно вашу флейту с вашим тотемом. Всех вам благ. До новых встреч!